Всем привет, меня зовут София Качушкина. Второй день этапа Гран-при России в Москве. Продолжаем наслаждаться нашими танцевальными дуэтами, а развязка уже совсем близко. Ребят, ну это было очень страстно. Вообще, мне кажется, чисто у меня ваша пара ассоциируется именно с танго. Нет такого у вас самих? Ну, мы сколько катали? Ритм сначала у нас был танго, потом следующий сезон у нас произвольный был танго. В прошлом году мы тоже танго возвращали. Мы думали, что укатали. уже все, прошла эпоха. Ну, уже есть какие-то мысли? Может, там танго в другом формате будет? Ну, это как будто есть в другом формате. Ну, Там еще более в другом формате. Ну, мы будем пробовать искать что-то новое просто. Кармен, на самом деле, Анжелика Алексеевна предложила, я, по-моему, уже где-то говорила, что вот мы когда к ней пришли, она уехала в Америку, и мы 2 недели катались без нее, она вернулась, нас посмотрела, сказала: катайте Кармен. Выбрали. Но Ну как, он как бы был? Я не закидывал идею, что я хочу Аладдина катать. Обмазаться Я просто. представляю тебя И полетел. просто весь синий. Я буду просто на ковре вылетать Главное, туда что сразу. тебя со Смурфиком не перепутали в этот Ну, момент. кстати, А можно я тогда буду лампой? Тебе я буду золото вначале идет, вот так натирать тебе. золото тебя. идет. Поэтому и будет такая, Задымилась знаешь, просто уже. Вот так вот, да. Если бы вы могли сравнить себя с персонажами, к примеру, литературных произведений или кино, то кем бы вы были? Аладдином. Что? Ань, давай ты ответишь Он на кот это. бегемот. Он кот бегемот, я отвечаю, вот вы на него посмотрите. За меня, за меня. Смотрите. Кот-бегемот, там же, ну, Азазелла где-то рядом, но я думаю, ты Не, не Азазелла. Азазелла. Я бы себя сравнила... У Чернышевского есть очень хорошее произведение, называется «Что делать?». 18 лет это была моя любимая книга. Вера Павловна. Вот мне кажется, я чем-то на нее похожа. Чем-то похожа на... Но Вера Павловна все-таки такая спокойная, а я уже не очень спокойная почему-то стала. Мне нравится реакция Артема, как он все это слушает. Я просто представляю, как эти. Вера Павловна, давайте. На произволочку Еще пора. в костюме Аладдина, да, Вера Пора Павловна выходить, и Вера Павловна Аладдин. уже, Я пора. считаю, это будет прекрасный тандем. Ну а как у тебя получается совмещать учебу с катком? Мне очень повезло с нашей учебной частью. Мне оформили индивидуальный график, и в связи с этим я могу не посещать занятия, при этом я как бы списываюсь с преподавателями, выполняю все задания, что ребята выполняют на семинарах и лекциях. Но самый сложный предмет — это, естественно, литература. И я просто стараюсь много читать. Читать то, что нам дают по списку, но это помогает. Я, кстати, знакома с некоторыми ребятами своего курса, и они сказали, что ты у них просто как ходячая легенда. Артем, считаешь ли ты Аню тоже ходячей легендой? Ты просто легенда, потому что тебя никогда нету в вузе, но при этом о тебе все знают. Артем, ощущаешь ли ты вот этот вот вообще статус, что с тобой такой вот человек рядом? Да. Да. Понятно. Понятно. Как он искренне сказал, просто глаза блестят. На льду Соня с Андреем. Очень переживаю за них. Очень хочу, чтобы все получилось. Мне кажется, что немножко тревожно и самим ребятам. Почему-то я это чувствую. Давай, 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 давай. Сложная поддержка у ребят. И действительно, тут Андрей должен ее контролировать, саму поддержку и, в принципе, положение Сони, где она находится. Ребята выполняют блок на одной ноге. Очень интересный у них твизл там, с ногой в сторону. Это как такая деталь, такое усложнение, но судьи это отмечают, мы это отмечаем. Хочется прям ребят поддержать, чтобы они уже быстрее ехали и набирали этот темп. Потому что музыка не позволяет ехать медленно, она заставляет действительно переть. И вот надо переть до конца. И это сейчас видно по ребятам, как они
борются с этой программой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Немножко смазанный финал. Тренерский штаб тоже взбудоражен этим прокатом. Может быть, не хватило немножко сил, физики. Василиса с Женей начали свое выступление. Чуть-чуть тоже пошатнула ребят в начале программы. Думаю, что это все нервы. Главное собраться и уверенно прокатать всю свою программу. Твизлы выполнили хорошо, параллельно и очень близко. Вот прям на самом деле я смотрю на танцоров и чувствуется, что как только они выполняют секцию твизлов, будто бы они выдыхают и действительно начинают ехать спокойней. Очень чувственная программа у ребят, и я вот сейчас на них смотрю, и мне все нравится. Очень красивый был просто выход с поддержки, обратила на него внимание. Уже тоже прошла половина программы, ребята немножко подустали. И, лично я это вижу, потому что уже эмоции не такие яркие, уже они едут поспокойней, но при этом стараются отыгрывать. Вот тут вот им огромный плюс, потому что надо ехать до конца. Несмотря на то, устал ты, не устал ты, есть у тебя еще силы, нет. Надо выжимать из себя максимум. Сейчас очень красивая поддержка в конце программы. Достаточно яркий прокат сейчас выдают Василиса с Женей. Молодцы, с этим их хочется поздравить. Харизматичные ребята, и на них прям стоит обратить внимание. Очень любопытный момент. Тимур в белом костюме. Очень часто есть такой стереотип, что, у танцоров, как минимум, я то, что знаю, нельзя надевать белый костюм, потому что он а-ля сливается со льдом. Но мне кажется, что энергия, которая исходит от Тимура, не может его затмить, поэтому и белый костюм он может позволить себе надеть абсолютно спокойно. Сейчас ребята выполнили блок на одной ноге. Мне показалось, что немножко пошатывало ребят, и не знаю, какие уровни, конечно, поставят, но мне не хватило глубины в ребрах. Очень мне нравится, что берут сейчас много русскоязычных композиций, и это откликается очень зрителям, потому что мы можем видеть и также слышать их реакцию, она очень бурная. Ой, Тимур, сейчас они выполняли вращение, и Тимур в момент паузы между одним положением и другим успел посмотреть на зрителей. Очень классно. Все, ребята уже в кураже. Весь ваш прокат был очень эмоциональным, лично для меня, как для вас. Да, мы постарались вложить все эмоции, которые у нас накопились за это время, потому что программа такая эмоциональная, актерская, и в нее нужно вкладываться. Да, постарались ее прожить. Очень зал поддерживает. Да, в последнюю спасибо позу большое. встали. Мне так было тепло на душе, когда начали хлопать. Так приятно. Улыбнуться нельзя в последней позе, но очень хочется. А ты в следующий раз улыбнись. Почему бы и нет? Я образ до конца прям держу. Ну, я заметила, вот когда вы уже закончили прям прокат и ехали к поклону, ты улыбался во все свои зубы. И я их там видела уже прям все, там вот уже тут, все, там да. уже можно. Я отметила твой белый костюм. Мне кажется, это большая редкость, когда, в принципе, спортсмены выходят на лед в чем-то белом. И как вообще пришла идея? Ну, ориентировались, собственно, по фильму. Подбирали очень долго оттенок белого, чтобы он не сливался со льдом. Потому что был большой риск, что будет белое пятно какое-то кататься. А сколько оттенков белого вы перебрали?
Ой, я сейчас уже не вспомню. Ну давай, Много. перечисляй. Я в оттенках еще хуже разбираюсь. В оттенках еще хуже. Был молочный, Ага. был белый, я больше не помню. Катя, Ваня на льду. Нравится мне у Катюши комбинезон. Очень уверенно они начинают свой прокат произвольного танца. Мне нравится, насколько даже в поддержке выверены все акценты музыкальные. Насколько четко Катя все отыгрывала по рукам, по голове. Мне очень нравится, как Катя раскрывается в этой программе. Потому что вот как раз таки, как я уже говорила, они обычно катают более такие лирические какие-то постановки, а тут это что-то новое. На самом деле может показаться, что это немножко рискованно брать такой стиль, потому что все-таки привыкли видеть более медленные композиции в произвольном танце. Однако, как по мне, как я уже отмечала неоднократно, у нас танцоры развиваются и хотят реализовываться. И именно в таких нестандартных, необычных постановках и с такой классной музыкой можно раскрывать себя многогранно и показывать разные свои стороны. Секция твизлов прямо в конце программы — это очень рискованно, это очень тяжело. И ребята большие молодцы, что не боятся и рискуют, и что выполняют эту секцию твизлов чисто. Это главное. Ой, от Кати мы там бок увидели, прикольно. Мы хотим, прежде всего, сказать огромное спасибо всему нашему тренерскому штабу за все вложенные силы, усилия, терпение, за любовь. Также большое спасибо нашим болельщикам. Я заметила, Вань, в конце ты немножко пошатывался на дорожке шагов. Я одна это заметила? Старался, да. да. Я старалась закрытыми глазами уже на это все смотреть. Я там очень хотел упасть, мне Екатерина не дала. Поддержала. Я не знаю, что не дала. Катя, респект. Зачем падать? Почувствовала, что он немножечко пошатался, и такая: давай, давай, Ваня, давай, давай. И Ваня такой: прости, прости. А вы прям общаетесь во время проката? Ну, Бывает, перекинемся там. Просто там поехали ближе к этому борту, ближе к этому, вот так. Какую самую частую фразу во время проката, как мы уже выяснили, вы общаетесь? Вот какую самую частую фразу? Иногда давай, частенько молодец, хорошо. Да, ну и также мы считаем еще там бывает И да, раз, вслух два, считаем. три, Вращение? 4, да, там Вращение, вращение. знаю. У вас такой восточный мотив в этот раз. Вот подскажите, если бы ваша произвольная программа была парфюмом, то какие ноты в нем бы преобладали? Здесь точно была бы такая сладкая терпкость. Мне кажется, каким-то цветочным ароматом. Почему У меня ассоциируется с цветочным? цветочным ароматом. Мне кажется, что все-таки, вот знаешь, как это, наверное, даже пахлава. Ну, может быть, да, что-то вот такое. Во время исполнения блока на одной ноге ребята в моменте смотрят друг на друга, и это очень красиво отыгрывается это по музыке. Очень чувственный прокат, очень трепетно они относятся друг к другу на протяжении всего танца. Сашенька растрогалась. Было видно, что ребятам было непросто, и они выжимали все соки из себя, все силы. И действительно проживали и музыку, и все движения, все это проходило через них. И нам, зрителям, это все преподносилось в очень красивом и вкусном формате. Я доволен, прекрасно, все есть над чем работать. Хочется сейчас, вот знаешь, вот если после Красноярска я хотел ехать на тренировку, то вот сейчас я хочу ехать домой, под одеяльце, подушечка. Действительно, я согласна с Ваней, что правда, вот и вчера мы выложились, чему были безусловно рады, и сегодня был такой нелегкий, наверное, прокат в плане эмоционально, потому что было долгое ожидание, и сегодня такая тренировка у нас прошла очень эмоциональная. Я заметила, что в конце проката ты плакала. Прям когда к тренерам подъехала, у тебя были глаза на мокром у меня, месте. да, у меня как будто бы, слезы сами наступали. Ну, слезы счастья, слезы радости.
Ну, я не могу сказать, что Нет, я не плакала, нет, просто у меня так бывает, что да. Слишком мы быстро летели, да, крыша открыта, мы, понимаешь, дождь там на кабрике влетели. Нет, да? было эмоционально. Я очень рада, что мы вторую часть нашей произвольной программы сегодня, я думаю, сделали шаг вперед в плане выносливости, в плане, соответственно, и целостности всей программы, потому что это очень важно, да, доживать эту, даже не то что программу, доживать вот эту маленькую такую жизнь до самого конца, до самой финальной позы, поэтому я очень рада, что мы вот пронесли вот эти эмоции от начала до конца. Ну вот и все, этап Гран-при России в Москве подошел к концу. Это было очень эмоционально. Обязательно пишите в комментариях, понравилось ли вам. А с вами была я, София Качушкина. Всем спасибо, всем пока!